ТикТок, как всегда, начинает с подарков. YouTube и ВК. Инстаграм у нас заблокирован, слава богу, поэтому мы сейчас работаем здесь. Инна, спасибо за цветочек. А у меня хорошая новость, я такой счастливый. Прилетели байгужанки со всего мира. Ну, те, кто у меня в групповом коучинге. Начинаются встречи. Живые встречи в Дубае. Прилетела почти вся группа, там за исключением 2-3 девочек. Это невероятно. Буду встречаться с ними. Буду обучать их лично. И я вас люблю, красоточки. Любимые. Джо Диспенза. Огонь. Классно. Думаю, что он великолепный эзотерик. И Юленька, я тебя люблю. И я тебя люблю. Вы лучше. Хорошо. Сегодня, девочки, будем говорить про энергию дороговизны. Окей? Как байгужанка становится женщиной, в которую мужчина хочет вкладываться. Слушайте меня внимательно, девочки. Забудьте про эти розовые сопли женственности. Есть жесткая правда. Когда ты входишь в комнату, мужчина за первые 5 секунд выносит тебе приговор. И это не приговор, ты красивая или некрасивая. Это ты либо бесплатная для него, либо дорогая. Бесплатные женщины кидают смс. Ну что, сама приедешь. Выгуливают ее в парке. Кормят ее сказками, пиздоболы, про тяжелую жизнь, про тяжелые периоды, про бывшую змею. Ее держат на поводке годами, не вкладывая ни копейки. А дорогую женщину ее организуют. Ее время берегут. За ней присылают авто. Ее капризы становятся для мужчины, просто списком задач. Перед ней не ноют, перед ней проявляются. Окей? Поэтому, девочки, будем сегодня перепрошивать твой внутренний ценник. Спасибо. Привет, папуля, привет, красотка. Будем перепрошивать твой внутренний ценник, который мужчины считывают кожей еще до того, как ты открыла свой ротик. Будет жестко, местами обидно, естественно, по-байгужански. Но назад пути нет. Лида, привет, красотка. Либо ты останешься удобной и бесплатной для нищеров, либо становишься главным призом, за который альфа-самцы будут бороться. Окей? Поехали. Знание, девочки, делает твой откат в бесплатную нищебродскую жизнь невозможным. Итак, давайте, девочки, разберемся, кто же такая байгужанка. И, кстати, напиши: спасибо, босс, спасибо, Мэри, денег вам, красоточки, любви. Давайте разберемся, девочки, кто такая байгужанка. Напишите, девочки, кто по-вашему, вот как ты думаешь, своими словами, кто такая байгужанка? Сашенька, привет. Вы понимаете, что байгужанка это не просто девочка, которая хочет богатого. Это не уставшая содержанка с облупившимся лаком и не охотница за копеечными алиментами. Спасибо, красотка. Байгужанка. Не бойгужанка, а байгужанка. От фамилии Байгужин. Я Байгужин. Ты байгужанка. Да. Есть, конечно, еще и раковки. Есть всякие разные другие девочки, но мы говорим про байгужанок. Богиня жизни. Титульный даритель. Спасибо. Это не та девочка, кто ждет, что прискачет принц на белом гелике и спасет ее от ипотеки. Запишите. Кроме того, что байгужанка это девочка, женщина, мама, бабушка, прабабушка, великая последовательница учения великого Дениса Байгужина. Байгужанка это женщина, которая выжгла в себе программу «Бесплатный сервис для мужчин». Она выжгла, полностью ее уничтожила.
И она больше не работает бесплатным тренажером для нищебродов. И не создает комфортную среду для тех, кто не готов платить. Спасибо, шляпа новогодняя, Светлана Элиев, спасибо за птенца. Она не создает комфортную среду, Андрея, спасибо, для тех, кто не готов платить за вход в ее жизнь. Ну, потому что обычная женщина, терпила консьержка, ебана курва. Она бегает за мужиком, заглядывает в рот, соглашается на всякую херню, любит бариста, предпочитает наемных сотрудников. Кто, девочки, из вас сосался с наемным сотрудником? Напишите в чат, мы вас проклянем. А байгужанка, она строит из себя такой бриллиант, Лиза, что у альфа-самца инстинкт срабатывает сам. Он понимает, чтобы просто стоять рядом, нужно вкладываться, решать вопросы и расти. Иначе, next. И главная ошибка начинашек, юных байгужанок, она в том, что большинство женщин живут с поломанным софтом. Они думают, вот он меня полюбит. Когда полюбит, увидит, какая классная хозяюшка, какая классная я минетчица. Тогда и начнет одаривать меня подарками. Забудьте этот бред. Матерь Божья, спасибо за поцелуйчик. Забудьте. В мире байгужанок работает только одна истина. Мужчина не вкладывается, потому что любит. Мужчина любит, потому что вложился. Еще раз. Мужчина не обезжиривается, потому что любит. Мужчина обезжиривается, потому что он обезжирился. Мужчина любит, потому что он вложился и обезжирился. Девочки, вы понимаете? Привет, красотка! Психика насекомых устроена очень просто. То, во что он влил свои деньги, время, нервы, статус, это сверхценность. Он это бережет и боится потерять. А то, что досталось ему бесплатно, твое тело, твои сиськи, твой вареник, твое время, твой уют, обесценивается быстрее, чем вчерашний понос или вчерашний сторис. Никакого обслуживания, Оля, 100%. И это не цинизм. Это мужская прошивка. Отрицать ее — это все равно, что пытаться дышать под водой. Итог всегда один. Ты выжата, обижена, уничтожена. Плачешь в подушку, что нормальных мужиков не осталось. Остались. Просто ты для них была... Спасибо! Ты для них была дешевой и бесплатной. Понимаете, что байгужанка, она не копит на сумку полгода. Она делает так, чтобы ее дороговизна, заставляла мужчину переходить из режима потребителя в режим добытчика и кормильца. И моя высокая стоимость — это не жадность, девочки. Это архитектура правильных отношений, где мужчина растет, обеспечивая тебя, а я расцветаю, говоришь ты, вдохновляя его на новые чеки. Еще раз. Запишите фразу, она про тебя, скажи громко со мной. Моя высокая стоимость — это не жадность, это архитектура правильных отношений с мужчинами, где он растет, обеспечивая меня, а я расцветаю, вдохновляя его на новые подвиги и чеки. Девочки, вам это откликается? Если внутри все еще сидит хорошая девочка и говорит, ой, ну это же так меркантильно, а как же чувства? Поздравляю, у тебя поломанный мозг. Ты годами оплачивала мужской комфорт своей писькой, своей молодостью, своими минетами и котлетами. Но сегодня мы начинаем сносить этот ебаный мусор в твоей башке. Спасибо, Катюш! Либо ты становишься дорогой и желанной, либо остаешься удобной и бесплатной. Выбор за тобой. Что, кстати, ты выбираешь? Итак, Каринка, красотка, моя уже лучше Натали зацелую, заобнимай. Итак, весь мир делится на две категории женщин. Причем женщин при одинаковом тюнинге. Разница она в прошивке. Первый уровень — это консьержка, то есть сервисный персонал.
Она удобная. Сама приедет к нему в офис, сама оплатит свой латте, сама прошепчет: не траться на меня, я простая девчонка, не надо ничего покупать. Она годами работает, да, а потом работает бесплатным психологом, а потом бесплатной проституткой, да, слушает нытье в его тяжелые периоды жизни. Он играет в дотку, бухает пивко. В итоге ты нищая, и дети твои рабы. И есть байгужанка, это ценный актив. Она не предлагает варианты, она одобряет или бракует его формат. Все. Она, понимаешь, никогда не экономит деньги, потому что приучать мужчину экономию на себе – это преступление против своей женской природы. Она смотрит только на высокие чеки и на поступки. Нет вложений, улетает нахуй. Доступ закрыт. Без драм и объяснений. Следующий. Прямо сейчас, девочки, признайтесь себе, сколько в тебе процентов терпилы консьержки, а сколько в тебе процентов альфа-самки. Напишите первую цифру терпила консьержка, а вторая альфа-самка через дробь. Напишите. И твоя текущая цена – это то, сколько ты позволила на себе экономить. Если ты готова носить старое мышление, старый софт, тебе пизда, ты останешься бедной. А если готова сносить старый софт и старое мышление, уничтожать его, если ты готова задирать ценник до небес, тогда есть перспективы стать байгужанкой. 100 на 1000, я терпила 20 на 80. Вижу. Я терплю. Вы все рабыни, вас воспитали рабами. Вас воспитали служить господам. Если я спрошу тебя, если безопасно жить в Таиланде, да, безопасно только в дорогих районах. Если спрошу тебя, сколько стоит твой поцелуй? Сколько стоит твой поцелуй, Ирина? Оля, Лена, Лида, Вика, Катя. Катя, привет! Ирина, которая 50 тысяч. Сколько стоит твой поцелуй? 10 минут с тобой жахаться в десна по-башкирски. Вау, мне парень подарил iPhone, красотка твоя цена растет. 0 рублей Нина стоит ее поцелуй. Пиздец. Сколько стоит пригласить тебя на Мальдивы на 2 недели? Сколько стоит секс с тобой час? А ночь? Сколько стоит взять тебя в жены? Сколько стоит, чтобы ты родила ребенка? А 2? Калерка, спасибо за подарок. А сколько стоит прожить с тобой всю жизнь? 0. Девочки, вам не тошно от себя. А некоторые даже доплачивают мужикам. Когда вы ходите на работу, вы доплачиваете мужикам. Потому что вы становитесь бесплатными. А в магазине даже хлеб платный. Амира пишет: Денис, привет, по-моему, я в минус живу. Амира, что случилось? Что за низкая ценность? Дениса, в какой период отношений стоит начинать просить деньги? Сразу. Как разлюбить человека? Сафоня. Как разлюбить человека? Зайди на мой канал YouTube и посмотри ролик. Там больше 500 тысяч просмотров. Как разлюбить уебана называется. Посмотри его сегодня. Слушай сюда, моя крошка. Твой тюнинг, ресницы, губы, бренды, они не сработают, если внутри тебя висит цена: я бесплатная, блядь, консьержка на распродаже, минус 90%, ебите меня бесплатно только за слова любви. Просто скажите, что ты любишь меня, немножко добавьте романтики, и я отсосу тебе на крыше заброшки или в твоем дешевом авто. Я его люблю, я вас люблю. Охуенный! Девочки, спасибо, Светлана, за собачку, ты красотка с жопкой.
И трансформация, девочки, начинается не с похода к, не знаю, косметологу или стилисту, а с той точки в твоей голове, где ты сама определила свою стоимость. Еще раз. Рост начинается в той точке, где ты сама определила свою стоимость. Большинство нищих женщин живут заводскими настройками из глубокого детства. Я обычная. Халима, спасибо. Факруна, спасибо. Я обычная. Ой, деньги это сложно. Нежели богато нечего начинать. Богатые мужики это для моделей. Я никогда не разбогатею. У меня никогда не будет Мерседеса. В собственности у меня не будет дома или виллы с видом на море. Этот внутренний ценник, твой потолок. И еще, кто из вас точно знает, что, скорее всего, у тебя никогда не будет дома виллы с видом на море? Кто из вас, думает, что у вас никогда не будет Биркин Келли? Кто из вас думает, что у вас никогда не будет содержания хотя бы в 500 тысяч рублей в месяц? В 10 тысяч ебаных евро в месяц содержанием. Кто из вас так думает, что это просто невозможно? Это просто невозможно стать содержанкой, выйти замуж за богатого человека, за предпринимателя, за собственника бизнеса. Это просто невозможно. Напишите. Ты просто в это не веришь. Я пока сейчас тебе сахар положу в кофе. Кто из вас не летал бизнесом никогда? Кристина, спасибо! Кто из вас не летал первым классом? Кто из вас никогда не был на море? Кто из вас никогда не целовался с богатым человеком? Вы пропустили, проебали в полжизни. Спасибо, Фатхула. И как бы ты теперь ни старалась, ты сама будешь сливать крутые возможности. То есть как только ты веришь, что это невозможно, ты сливаешь. Потому что ты не видишь. У тебя фильтр, ты слепошарая свинья. Потому что мужчина уровня альфа-самец, он тебя позовет на свидание, а ты не пойдешь. Потому что тебе страшно. Ты увидишь богатого человека, и ты не познакомишься с ним, ты никогда к нему не подойдешь, ты к нему не поедешь, не полетишь, ты не увидишь даже возможность, ты скажешь, где в моем городе богатые люди? Их нету, потому что ты слепая. Ты сама себя возвращаешь в эконом-класс. Тихо, почти незаметно ловишь маршрутки, ездишь в метро, катаешься на автобусах. Живешь с упырями, твои соседи бомжи, нищеброды, наемный персонал, сотрудники, рабы системы, которые зарабатывают не больше, чем 10 тысяч евро в месяц. Это пиздец. Девочки, кто у вас? Спасибо, Фахрия! А кто у вас, девочки, соседи? А кто у вас коллеги на работе? А кто у вас с вами учится, получая высшее, нахуй никому не нужно образование? Кто это? Риэлторы, юристы, блядь, нищеброды, другие бомжи, мусора, адвокаты. Абсолютно тупой биомусор, сука. Абсолютно никчемные. У кого, девочки, квартира выходит с видом на морг? Или на скотомогильник, или на бомжей, или на мусорку, или на грязь? У кого из вас из окна серый снег? Или лужи, или ямы, блядь, на дорогах? Байгужанка – это та, кто сорвала старый ценник и выкинула его в мусорку со словами «Ебала я в рот этих нищих». Напиши, блядь, «Ебала я в рот этих нищих». Закройте глазки, девочки. И представь, завтра к тебе подходит мужчина. Где ты находишься? Напиши, в каком ты городе. В каком ты городе? Напиши. Спасибо за сердечко. В каком ты городе? Напиши. К тебе подходит мощный мужчина в Баку, в Анталии. Анталия, привет, у меня там папа. Москва, Питер, Челябинск, Новокузнецк, Саратов, Харьков. А к тебе приходит мужчина мощный в Харькове.
Ресурсные, решающие вопросы, богаты. Он решает вопросы одним звонком. Вот смотри, он настоящий хищник, творческий, богатый, успешный, воспитанный парень. Каких мы любим. Спасибо, красотка. А подходит к тебе. Вот что ты почувствуешь, напиши. Что ты почувствуешь в Барнауле, Оля? Драйв и готовность забрать свое? Заскочить к нему на хуй? Обезжирить, любить, обольстить, соблазнить? Или ты сожмешься и начнешь думать, что у тебя, блядь, корни отросли? Что у тебя пизда большая, что от тебя воняет говном? Или интеллект не тот, может одежда у тебя не та? Если внутри все ёкнуло и захотелось спрятаться, у тебя проблема не с мужиком. Потому что мужиков классных полно. Кто, девочки, всегда понимал, что классных мужиков полно? Проблема в том, спасибо, Света, спасибо, а проблема в том, что твоя текущая прошивка их просто не пропускает. Ты же не можешь просто подойти к богатому мужчине сегодня и познакомиться, которых много в твоем городе. Твоя прошивка настроена ебаться с нищерами, с морковными сблевышами, с долбанавтами, с пиздоболами, с этими дизайнерами охуительных историй, блядь, с жадинами. Да? Ну, потому что они тебе как бы по размеру. И ты будешь собирать этот неликвид годами. Спасибо! Будешь собирать неликвид годами. Так и останешься в жопе и состаришься в нищете. Вот и все. Итак, я вас обожаю. И я тебя обожаю, красота. Каролина, спасибо. Мужики классные есть, конечно, Леночка. Поговорим о твоем теле. Тело, сиськи, жопки, голова. Сигналы доступа. Поговорим об этом. Итак, запомните, девочки, лесобино, спасибо. Тело говорит первым. Раньше даже голоса, раньше глаз, раньше духов. И большинство женщин не понимает, их тело транслирует в эфир информацию, которую сами они никогда бы про себя не сказали вслух. Тело консьержки кричит: возьми меня, я постараюсь. А тело байгужанки говорит: подойди ко мне правильно, упырь, иначе никак. Без кошелька даже не подходи. Это разные сигналы. И мужчина их различает за 1,5 секунды. Любой мужчина с реальным опытом считывает их раньше, чем твое лицо. Посмотри, как сидит опытная баюжанка. Она не сжимается в кресле, не складывает руки на животе, не тянет плечи к ушам. Она же не мышь ебаная. Она занимает столько пространства, сколько ей нужно, ни больше, ни меньше. Потому что не больше это вульгарно, а не меньше это унизительно. Ровно столько, сколько уважительно собственному существованию. Посмотри, как стоит баюжанка. Вес распределен по стопам, по 2 стопам равномерно. Ни на одной ноге, не покачиваясь, не как студентка в очереди с ебаными глазами. Плечи опущены, развернуты, шея длинная. В этом состоянии нет напряжения, есть присутствие. Это разные вещи. Посмотри, как ходит. Посмотри, как ходит баюжанка. Без спешки, без привычки догонять кого-то невидимого. Она не гонится за маршрутками. Девочки, кто из вас еще раз побежит хотя бы раз за маршруткой или за автобусом, вы прокляты на нищету. Байгужанка ходит медленно. Дорогая женщина ходит медленно. Шаг ровный, не семенящий. Походка человека, который никуда не опаздывает и никуда не торопится. Потому что все, что происходит, это начинается только тогда, когда она приходит. Спасибо за прямой эфир, Сашенька, пожалуйста. И главный секрет тела дорогой женщины, это, запомните, экономия движений. Еще раз. Главный секрет дорогой женщины, спасибо, это экономия движений. Она делает как бы мало. Каждое движение медленное, завершенное.
Она не размахивает руками, когда говорит, не стучит ногой, не качается на стуле. Она в покое. Вы самый лучший. Красотка, спасибо. И этот покой самый сильный социальный сигнал, который может дать твое тело. Обычная нищая девушка, это девушка в постоянном каком-то микродвижении. Что-то поправляет, что-то теребит, переплетает ноги, поднимает плечи, проверяет лицо, знаешь, в черном экране телефона. Постоянно двигается. Все это нервная система, которая не уверена в своем праве находиться здесь. И это считывается за 2 секунды. Цена доступа к такой девушке низкая, потому что ее тело само заявляет: я не уверена, что я тут на своих условиях. А байгужанка тренирует тело сознательно, каждый день. Замечать каждый раз, когда ты в нервном движении, и останавливаться. Делать вдох, возвращать тело в покой. Через месяц становится новым по умолчанию. Ты никуда не бежишь, не торопишься и не дергаешься. Помните, кто дергается? А мы пойдем на север, а мы пойдем на север. Гамма-самец. Олежка, Амешка, говноежка. Помнишь Олежку? Не забыла? Кто помнит Олежку? Амешку, говноежку, который кричал тут в ТикТоке, что девочка после 25 лет просрочка. Шерсть. Еще руки. Самая выразительная часть тела — руки. Большинство девушек этого не понимают. Они тратят часы на лицо, на волосы, на платье, а потом этими руками теребят край сумочки, дергают цепочку, нервно проверяют телефон. Каждое такое движение опускает твой статус на полпункта. Спасибо за сердечко, Леночка. Тонкие, спокойные, медленные руки. С ухоженными ногтями, умеренной длины, не 2-сантиметровые хищные пальцы с ногтями, когтями, не обкусанные, не агрессивно разноцветные. Маникюр должен показывать: я могу позволить себе раз в 2 недели час на это. Это код. Ну и понятно, что этими пальчиками байгужанка никогда не моет посуду, не чистит унитазы. Никогда, слышите меня, никогда не стирает, не гладит, никогда не пылесосит, никогда не занимается никакой работой для рабов. Никогда не готовит, никогда не чистит унитазы, никогда не делает то, что делают рабы своими грязными рабскими руками. Для этого есть персонал. Окей? Нанимайте персонал, девочки, и ваши руки будут всегда дорогими и ухоженными. Окей? Что я рекомендую? Сделай челлендж. 7 дней. Снимай себя на видео в обычной жизни. Как ты ходишь, особенно в дорогих местах. Как ты садишься в машину, как ты садишься в ресторане, как достаешь телефон, как разговариваешь с официантом, как слушаешь мужчину. И убери все, что тебя удешевляет. Суету, поправление волос, нервный смех, взгляд вниз, как мышь от страха, скоростные оправдания. Перепрошей себя. Мне это было необходимо услышать. Благодарю, Амира. Дальше поговорим про лицо. Выражение высокой цены. Я считаю, девочки, что лицо — это второй язык. И большинство женщин делают на нем одну ошибку. Они слишком много улыбаются. Я знаю, вас учили, что улыбка — это вежливость и доброжелательность. Но улыбка, которую ты раздаешь каждому ебаному чмырю, каждому вонючему бомжу, каждому упырю, каждому, кто открыл рот, что на тебя сказать, то это перестает быть подарком. Становится просто американским, рефлексом, дешевой валютой. Улыбка байгужанки не бесплатный бонус
каждому мужчине, который смог открыть рот или подойти. Она улыбается редко. Потому что как можно улыбаться, когда в мире столько много упырей и жадин, нищих мужчин, жалких, вонючих ушлепков? Она не улыбается из страха показаться грубой, ей похуй. Она улыбается тогда, когда мужчина уже сделал что-то достойное ее нежности, улыбки и тепла. Еще раз услышь меня. Она улыбается тогда, когда мужчина что-то сделал, достойное ее улыбки, нежности и тепла. Окей? Дефолтное состояние ее лица — спокойствие с легкой расслабленностью губ. Несерьезность, как у консьержек, у этих вонючих затраханных бухгалтерш. Не угрюмость, не искусственная загадочность. Просто спокойствие, достоинство. Лицо человека, который ничего не доказывает, никуда не бежит, нигде не работает, который выспался. Высыпается каждый день, просыпается, когда хочет. Делает в этой жизни, что хочет. И ебало это в рот. Лицо это ебало в рот. Все правила этого мира. Она никому ничего не доказывает, она не боится, она не хочет никому понравиться. Она не упрашивает взглядом одобрения. И она не разговаривает с начальством. Лицо, которое не разговаривает с начальством. Потому что у него нет у этого лица начальника. Она же не консьержка, она же не тупая. Кто понял, жизнь уже давно не работает. Байгужин Бог. Денег тебе, красотка, любви! Как я тебя люблю, вы мои хорошие. Нахуй работу, напишите, нахуй работу, нахуй высшее образование, нахуй нищих. Окей? Запоминаете, девочки? Передавайте подружкам эту информацию, всем подружкам. Потому что если все женщины мира станут байгужанками, мужчинам придется платить. Это я вам обещаю. Спасибо за тортик. Мужчинам придется платить. Мужчинам придется платить и лизать. А лизать они все будут стоя, потому что победа будет за нами. Окей? Ну, кто-то не будет платить. Тогда они будут принюхиваться, уже начали к жопам своих друзей-товарищей. Ну, жопы друзей же не меркантильные. Женщины все меркантильные, а жопы друзей-товарищей не меркантильные. Ну, давайте. Что вам остается? Долбоебы сраные. Тупицы, биомусор, сука, проклятые твари. Глаза. Самая дорогая часть лица. Не потому что красивые, у миллионов девушек красивые глаза, потому что глаза показывают, есть ли внутри тебя кто-то. Большинство девушек делают взгляд пустым, потому что внутри в этот момент действительно пусто. Она лихорадочно думает, как ее оценивают, кто к ней подошел. Байгужанка смотрит наполнена. Как бы из своего центра. Не сквозь мужчину, не на него с просьбой одобрения, а на него спокойно, не отводя, изучая. Потому что контакт глаз, девочки, это валюта, которую байгужанка вообще не разбрасывает. Она не отводит взгляд первой из-за неуверенности. Она не пожирает глазами, как голодная. Она держит контакт ровно столько, сколько естественно для разговора и обезжира. И отпускает его легко, без напряжения. И самое тонкое здесь — это микровыражение. Девушка обычно не контролирует свое лицо в момент, когда ей кажется, что ее никто не видит. И на этих микросекундах лицо рассказывает все про зависть к более красивой женщине, про оценку чужого платья, про судорожный подсчет стоимости часов на запястье собеседника. Эти микросекунды считываются всеми. Спасибо, красотка Светлана София, спасибо. Бессознательно считывается. Из этих секунд складывается общее впечатление о тебе как о женщине беспокойной, дерганной, оценивающей, голодной. И никто не сможет тебе объяснить, почему он не перезвонил. Ну, просто потому, что в ней что-то не то. Байгужанка знает, ее всегда кто-то может увидеть.
Она не позволяет лицу становиться зеркалом ее внутренней зависти, тревоги или оценки. Окей? Это и есть зрелость. И это лицо, на которое мужчина смотрит и понимает, эта женщина не голодна, она спокойна и счастлива. Никаких тревог, потому что ебала она в рот весь этот мир. И тогда он думает, чтобы получить ее улыбку, мне придется стать кем-то. Окей? Голос. Переходим к голосу. После тела, лица, глаз говорит голос. И вот тут у многих обвал. Большинство красивых, ухоженных, отлично одетых девушек открывают рот, и весь образ рассыпается за 1,5 секунды. Высокий голос, слишком быстрый темп, восходящие интонации. В конце каждой фразы как будто бы все это вопрос. Слова-паразиты, уменьшительные суффиксы, повсюду кофеек, ресторанчик, человечек. Фразы, которые звучат как просьба о подтверждении. Ну да, ну ты понимаешь, согласен же. Голос, который сам себя боится. Голос байгужанки звучит иначе. Он ниже от природы. Не потому, что женщина изображает, а потому, что она просто расслаблена. И плюс, что ебала она в рот. Высокий голос — это голос напряженной грудной клетки, девочки. А низкий — голос свободного дыхания. Этот вопрос диафрагмы и опоры на низ живота. Он тренируется, этот вопрос, да. Темп медленнее обычного. Не нарочито медленно, нет. А просто без спешки говорит. Между фразами пауза, которых она вообще не боится. Она говорит: нищеброд, ты чушка вшивая. Кожа рожа у тебя парш... Понимаете, да? Спокойно. Консьержки обычно боятся тишины и заполняют ее словами, смехом или вздохами. Любое молчание в разговоре ее пугает, а байгужанка живет в тишине, свободно. Пауза в 2 секунды, в 3, в 4, в 5 для нее вообще норма. Она говорит: подари мне, пожалуйста, сегодня iPhone, да, 17 Pro Max на 1 терабайт. Пауза. Нет, идешь нахуй. Окей? Я с вами согласен. Отлично. Супер. Запомните это. Пауза — это твой главный инструмент. Не слова, просто тишина после фразы, после обезжира. Спокойно. Окей? Интонация горизонтальная, знаете, такая немножко заземленная. В конце повествовательных фраз голос идет вниз. Вот и все. Так и скажи: я нигде не работаю. И легко живу за счет мужчин, потому что я меркантильная тварь. Я люблю денежки, бабосики и лавандос. И ебала я в рот всех нищебродов. Понимаете, да? Не так, что я нигде не работаю, или я работаю консьержкой, или я всего боюсь, я люблю бариста. Не надо, не надо. Разница, девочки, на несколько тонов, а эффект — пропасть в твоей цене. Ну и самое важное про голос байгужанки. Поймите, она голосом не оправдывается. Ну, консьержка постоянно что-то объясняет мужикам: а где ты работаешь, а где ты берешь деньги, а почему ты в Дубае, а сколько у тебя было хуев во рту, а почему то, а почему это, спрашивают эти нищеры. А что ты мне дашь, писю, дашь? Она объясняет. Байгужанка никому ничего не объясняет. Она просто обозначает, кто тут пидор. Консьержка говорит: ну я не знаю, может быть, если ты там, если мне там, то... Байгужанка говорит: мне не подходит такой нищебродский формат. И молчит. Все. Мне, блядь, не подходит такой нищебродский формат. И молчит. Девочки, вы понимаете, о чем я говорю? Напишите, как вы меня любите. Давайте, скажи: Денис, мы тебя понимаем. Напиши: понимаем, когда понимаем. Напишите, как вы любите меня.
Пришло время огоньков, поцелуйчиков и признаний. Напиши: Байгужин лучший коуч. Байгужин самый любимый. Настя говорит: спасибо. Скажи, как ты любишь Байгужина, как бы ты меня обнимала, зацеловала. Я, кстати, встречаюсь с байгужанками завтра в Дубае. У меня групповой коучинг, вы знаете. В этот раз они прилетели ко мне со всех стран в Дубай. Будем обезжиривать на квартиры, машины. Как опустить парня? Обоссать все. Байгужин, я тебя часто вижу во снах, надеюсь, в эротических. Красотка моя. Денис, вы очень харизматичный коуч, сказала скромно Полина. Спасибо. Ой, Юленька пишет: я бы тебя зацеловала. Ой, Денис, мы тебя любим. Хочется обнять нежно-нежно. И я вас хочу всех обнять. Зацелую, красотки. Байгужин лучший, мы тебя любим. Ой, вы мои сладушки. Вы мои красоточки. Ой, Денис, мы тебя любим, пишет Саша. Запишите эфир, плиз. Ну, Катюш, если сохранится. Вы мои хорошие. Все хочу спросить, что у вас с личиком? Что у нас с личиком? Гульшат. Здрасте, я не байгужанка, просто иногда ты... Что, Светлана? Кто тут у нас еще не байгужанка? Александр пишет: ты крутышка. Обожаю, я тебя обожаю, но то шо? А что делать, если нравлюсь парню одному, но он тормоз по натуре? Обоссать, конечно. Девочки, мы не встречаемся с тормозами. Просто лучше спасибо. Мы не встречаемся с тормозами. Кто заложил эти святые знания? Мама, да, мама. Вас не знала, теперь влюблена. Зацелуй, красотка. Денис, подскажите, пожалуйста, девчонкам-мусульманкам реально познакомиться с богатыми мужчинами? Мы ведь такие стесняшки. Полина, у меня половина всех байгужанок мира мусульманки. Половина мусульманки. У меня есть мусульманки, байгужанки, которые носят, как это называется, расскажите, платки полностью закрытые. Полностью закрытые. Встречаются, обезжиривают, выходят замуж за миллионеров. Надо за хиджаб, конечно, а что? У меня есть христианки, у меня есть католички, у меня есть протестантки, у меня есть православные, у меня есть мусульманки. У меня все атеистки есть. Все обезжиривают, все четко действуют. И это никак не противоречит вере. Любить успешных мужчин сам Бог, Владыка, повелел. Любить только успешных, любящих вас мужчин. Слушаю, все так делают, жизнь перевернул, сплошной кайф. Спасибо, да ты моя хорошая, люблю тебя. Передай привет Соне. Соня, привет. Что? Саша, что ты мне пишешь ВКонтакте? Денис, я жила с мужиком, платили за съемную квартиру напополам. Думаешь, это нормально? Что за уебище твой мужик? Блять, не надо, что я читаю? Как можно жить с мужиком напополам и называть его мужиком, и у вас еще была любовь, и ты ему сосала, блядь, за лупу, за воротник закинул? Что это такое? Что за унижение женщин? Ты понимаешь, в чем, Саша, проблема? Ты же научила его. Он же всем своим друзьям-пидорасам рассказал, что можно напополам с женщиной жить, с девушкой, с красивой. И теперь они все упыри будут так же делать. Вы их учите. Вы их учите, этих упырей, этих членососов, долбоебов, говноедов, сука, обесценивать вас, потом обесценивать тебя, потом всех женщин, а потом твоих дочерей, сука. Какое же это, блядь, унижение, сука, жить с мужиком вместе и платить за, блядь, байгужанки вообще ничего не платят. Живут только за счет мужчин. Я в ахуе. Зайди на мой канал YouTube, все ролики под конспект, может быть, выздоровеешь. Вы такую няшка, люблю вас. Да, это же вы сделали, это вы и ваши матери сделали с этими нищерами. Кто-то один раз соснул бесплатно за слова любви. Я тебя люблю, корову подарю, открывай рот, буду ебать тебя в пизду. И ты отдалась. За слова любви, блядь, за мороженое, сука, за пивас. Просто ни за что. Вы отдаетесь. И что? Они привыкают. А потом проходит несколько лет, блядь, и они во все щелях, блядь, во все. Я не буду платить, женщины меркантильные, женщины много чего хотят. Чего они много хотят?
Женщины просто хотят нормальных отношений. Мы отношений. Отношения, когда мужчина заботится, любит, вкладывается. Это отношения. Вот и все. Еще и беременную тебя бросил, блядь. Она, Саш, блядь, ну что? Она платила за пополам и еще беременную тебя бросил. Я в ахуе. Все, не говорите мне. Сегодня тема такая красивая просто. А, сука. Надо воду налить срочно. Ну напишите ей, что это ужасно. Жить, блядь, с таким. Ты же еще с ним сосалась, да, в десна, да, жахла. Ты еще, блядь, сосала у него, блядь, корнишон, сука, кочергу эту кривую, ебаную. Как так можно? Вообще себя не цените. Кстати, поговорим о смехе. Смех, я считаю, это самое сложное. Громкий, визгливый, истеричный смех – приговор любому дорогому образу. Тихий, грудной, сдержанный смех – печать достоинства. Это тренируется, конечно. Сначала сознательно, да. Записывай, как ты ржешь, как конь. Слушай, ужасайся, корректируй. Через несколько месяцев все будет естественно. А лучше пойди на курсы театрального мастерства. Да? И там тебя научат. Саша, не надо. Не надо мне писать, что он был крутой кунимен. Они все пиздолизы, абсолютно все. Но при этом он должен иметь достоинство обеспечивать, любить тебя, кормить твоего ребенка и быть с тобой всю жизнь. Вы выставляете то, что он лизун, что он мастер кунилингуса. У него черный пояс, 5-й дан по куни. Вы выставляете это как достоинство. Это просто база. Все лижут. Даже казахи лижут. Слышите меня? Когда говорят, что казахи не лижут, я знаю байгужанок. Байгужанки говорят, казахи лижут. Выкладывайте в наши чаты крокодильчиков. Видели крокодильчиков? Когда он у тебя между ног лежит, между ног, и глаза такие, как у крокодильчика. Видела? Кто видел? Фотографируйте. Выкладывайте к нам в чат крокодильчиков. Вот поржем. Очень интересно. Девочки сосут почти все. Ну или все. А кунимены не лижут. Это что такое? Что за беспредел такой? Главное, платишь ты с ним квартиру напополам вместе, а он не лижет. Это что такое? Итак, поговорим про гардероб. Тебе скажут много про капсульный гардероб, про базовые цвета, про качество выше, количество, да, это все правда, конечно, и одновременно поверхностно. Я хочу глубже. Смотрите, гардероб байгужанки – это не эстетический проект. Это просто фильтр для мужчин, и все. То есть одежда байгужанки не должна кричать «Я хочу богатого». Она должна спокойно сообщать: бедный нищерский формат рядом со мной будет выглядеть нелепо. Все. Анечка, Денис лучший коуч. Все, еще раз. Бедный нищебродский формат рядом со мной будет выглядеть нелепо. Вот что должен сообщать твой образ, твой лук. Это разные вещи, девочки.
Первый сигнал, он отпугивает мужчин высокого уровня. А второй отпугивает мужчин, болтунов, пиздоболов, паркодекс, блевышей, да, потребителей, ну, этих чмырей и уродов, шерсть, блядь, да. Потому что рядом с такой женщиной им просто некомфортно. Просто надевай Cartier, ну или Ван Клифф, и сумочку Биркин. И многие нищеры в ахуе улетают со скалы сами. Они прямо разгоняются и прыгают. Их даже не надо сбрасывать, они сами прыгают. Окей? Потому что богатый и успешный мужчина посмотрит на тебя и скажет: понятно, классно выглядишь, классный формат, классный лук. Поэтому главный принцип гардероба байгужанки – вычитание, а не сложение. Каждая новая вещь – это решение, что не войдет в твой гардероб, что отвергнуто, что не соответствует. Это как бы редактура. Вкус не как умение выбирать красивое, а как умение отказаться от почти красивого. Услышала? Еще раз. Как умение отказаться от почти красивого. Узкая палитра. Примерно 5-6, максимум 7 цветов. Не 2. Спасибо за собачку 1-1-1. Узкая палитра, девочки, 5, 6, 7 цветов максимум. Не 25, не 55. 7 максимум. И в этих 7 цветах все, что нужно для любого случая байгужанки. И это не бедность гардероба, девочки. Это как бы красота, вкус и архитектура. Ткани. Ткани решающий невидимый параметр, я считаю. Большинство девушек смотрят на крой и цвет. Байгужанка смотрит на ткань. Шелк, кашемир, шерсть, лен, плотный хлопок, никакой синтетики, которую видно с 3 километров, потому как она блестит на свету. На это уходит весь бюджет, понятно, да, но меньше вещей, понятно, но из четких одних тканей, которые драпируются как живая дорогая материя. Old money идеально. Силуэт. У нее есть свой. Она знает свою фигуру лучше любого стилиста и носит то, что это, что эту фигуру считывает как дорогую. Не молодежно, а именно дорогую. Ну, молодежная, спасибо, 1-1 Карина, спасибо. А молодежная это всегда дешевая, 100%. А мода молодежного сегмента, девочки, она построена на тренде, а тренд устаревает за сезон. Байгужанка не носит модное, она носит дорогое и подходящее. Посмотрите, как носят себя, в каком образе живут жены президентов, жены миллионеров. Титульный даритель 1-1-1, спасибо. Аксессуары. Один акцент. Кольцо, или серьги, или подвеска. Не сразу все. Один элемент, он перетягивает внимание, остальные молчат. Сумка, девочки, спокойная, без всяких дорогих ярких логотипов, да, там, вот, размером в половину, там, твоей передней стороны. Логотип на сумке, это всегда, было неплохо, да, но чтобы не броско. Окей? Обычно логотипы носят те, кому надо доказывать. Если ты сейчас в фазе, когда тебе надо доказывать, носи с логотипами. Девочки, вы, кстати, как к логотипам относитесь? Напишите. Типа Louis Vuitton. Ты носишь брендовые вещи с логотипами. И еще раз повторяю, это нормально, если у тебя период доказывания. То есть ты с нищерского рынка переходишь в статус дорогой женщины. Поэтому в переходный период носить кричащие вещи норм. Но потом ты успокаиваешься и ебало ты в рот. Окей? Те, кому уже не надо доказывать ничего, они носят без логотипов. Легально ли изменять нищеру? Не понял. Не понял, что за вопрос такой. Легально ли изменять нищеру? Во-первых, как ты можешь ему изменять, если он нищер?
Ничего не понял. Как ты можешь сосать у другого, думая, что ты ему изменяешь, если твой парень нищер? Ты не можешь изменять нищеру, если ты отсасываешь другой хуй, потому что если твой нищер, то это не мужик. Как можно думать, что ты изменяешь какому-то не мужику с другим мужиком, если ты с ним переспала? Это невозможно, это не сочетается. Это нонсенс. Если у тебя нищий, значит это просто твоя подружка. Подружка с хуем. Как можно изменять подружке? Не то, что можно, а нужно бежать к богатому, и это не измена. Нужно сегодня встречаться с богатым парнем, и это не измена, потому что твой нищий — это твоя подружка с хуем. Беги, беги сегодня. Нищий мужик — это просто пыль. Говно просто. Чмо, уродство. Обувь. Ухоженная всегда. Это пункт, на котором сыпется большинство девочек, считающих себя особенно дорогими. Дорогое платье, да, а каблуки сбитые. Девочки, у кого сейчас, посмотрите, проверьте, каблучки сбитые. Стильный костюм, а на туфлях царапины. Все, образ разрушен. Иди проверь сейчас. Обувь. Царапины есть? И, кстати, принципиальное. Байбужанка не носит ничего временно. Никаких «пока схожу в этом, потом куплю получше». Либо у нее есть подходящая вещь, либо она не идет. И это не каприз. Это работа на повышение самооценки. Когда ты регулярно появляешься во временном, ты сама себя приучаешь к компромиссу с собой. И потом случайно запрыгиваешь на нищий хуй. Потому что самооценка ни к черту. И через год этот компромисс становится твоей нормой. Через 5 ты уже не помнишь, что ты хотела, чего-то другого. И живешь с упырем, задавая мне вопрос, а можно ли изменять нищему? Все начинается с этого. Согласны? Что нужно сделать? Соберите 3 полных образа. Первый образ — это дневная охота. Ты в городе, в ресторане, не знаю, в шоуруме, да, в галерее. Образ, в котором мужчина высокого уровня смотрит и думает, к этой женщине просто так не подойдешь. Это важный, девочки, образ. Еще раз, мужчина должен смотреть и думать, в этом образе к женщине просто так не подойдешь. Денис, ты крутой, спасибо, Сашенька. Второй лук. Вечерний контакт. Ну, это я так называю. Можешь назвать его как хочешь. Свидание, ужин, встречи, открытие какого-нибудь бутика, неважно. Образ, который заставляет мужчину думать, ее надо вести красиво, дорого. Ну, потому что ты на каблучках. Шаурмой и кофе на бегу здесь не отделаешься. Должен думать мужик. И третье, встреча с мужчиной каким? Богатым мужчиной, допустим, инвестором. Это третий образ. Не вечернее платье, не глубокое декольте, девочки. Образ, в котором ты говоришь о его бизнесе как равная. Не как девочка, маленькая девочка-принцесса, которой повезло, что ее пригласили. Окей? Каждый образ фотография. Все эти луки сбрасывайте в мой чат. Вы, девочки, состоите в чате, в канале «Богатый папик» в Телеграм. Туда сбрасывайте. Хорошо? В «Богатый папик». Запомнили? И, кстати, посчитайте твой образ на сегодняшний вечер. Вот, допустим, мужчина приглашает тебя сегодня в дорогой ресторан. Посчитайте, сколько стоит твой лук. Весь. И вышлите мне в комментариях. Сколько стоит твой вечерний дорогой лук? Сколько стоит попасть к вам на консультацию? 30-минутная консультация стоит 100 000 рублей. Часовая в 2 раза дороже, естественно.
Консультирую каждый день. После оплаты на следующий день консультирую. Все. Следующая, девочка. Среда охоты. Покажите, девочки, мне 3 людей, с которыми ты проводишь больше всего времени в день. И я расскажу тебе твою следующую десятилетку. И самое важное, я расскажу, какого мужчину ты привлечешь, какого мужчину ты получишь. Да-да, это который 20 тысяч в телеграм-канале. Это и есть богатый папик. Он мой. Там только байгужанки, всех остальных мы удаляем. Чистим каждый день. Нищебродов, консьержек удаляем нахрен. Итак, по тому, с кем ты общаешься каждый день, я определяю легко твоего будущего ёбаря. Это правило старое, абсолютно банальное и при этом абсолютно беспощадное. Окружение, Даш, спасибо, окружение. Самая, я считаю, недооцененная часть охоты байгужанки. Девушки тратят месяцы на гардероб, на голос, на лицо. А потом приходят на ивент с подружкой, которая громко ржет, которая выглядит херово, которая фотографирует еду, которая постоянно работает консьержем, у которой нищий парень. Ты приходишь на дорогой ивент с такой подружкой, и образ, хоп, обнулился. Потому что эта подруга, это ты и есть. Ну, так все успешные люди в этой комнате тебя считывают. И все эти люди не ошибаются. Поймите меня. Охотница за мужскими ресурсами. Байгужаночка, хищная меркантильная тварь, не ищет богатого мужчину в местах, где богатые мужчины не живут. Вы понимаете эту мысль? Катерина пишет, окружение, фильтр 1000%. Это звучит, конечно, примитивно, но большинство женщин именно так и делают. Сидят в бедной дыре и ждут богатого сценария. Кто из вас, девочки, живет в нищей среде? Среди бомжей, рабочего класса и упырей? Кто живет среди насекомых, которые работают по найму? Кто живет среди тупых гондонов? И при этом ждешь богатого принца. Вы охуели? Байгужанка меняет не только свои платья. Она меняет географию охоты. Она меняет географию своей видимости. Настенька репостнула эфир, спасибо, красотка. Вот скажи, где тебя сейчас видно? Где ты охотишься? В каких ресторанах? На каких дорогих ивентах? В каких бизнес-клубах ты состоишь? В каких городах? В каких дорогих локациях? В каких дорогих отелях? Если твой честный ответ: в районе у моего дома в Саратове, в Магнитогорске или в Самаре, блядь, в ебаном Сочи. Или в Инстаграме среди моих подруг-консьержек, ебаных рабочих лошадей. Ты невидима просто для мужчин богатого, высокого уровня. Спасибо! 1-1-1! Они физически богатые люди тебя не встретят. Ты не пересекаешься. Они живут в других местах. Вот и все. Нельзя, девочки, находиться там, где живут бомжи и нищие. С зарплатой в 100, в 150, в 200 тысяч рублей в месяц. Там просто успешных мужчин нет. Даш, спасибо. Ох ты, на улице как потемнело, смотрите. Красота. Красота.
Среда охоты для байгужанки, она строится по уровням. Первый, самый низкий эстетический круг. Я его называю эстетический круг. Там стилисты, фотографы, визажисты, искусствоведы, дизайнеры интерьеров. Не как обслуживающий персонал, а как часть твоей среды. Потому что эти люди творческие дают тебе вкус. Спасибо! Шляпа новогодняя 111. Дальше, среда твоей видимости и проявленности. Это места, где появляются мужчины-предприниматели, спонсоры, папики, инвесторы. Это база охотниц. База охотниц на красивые события. Премьеры, открытия. Что там? Благотворительные ужины, там, отраслевые какие-то конференции, спортивные клубы. Даш, спасибо. Да, гольф, теннис, поло, аукционы, выставки, премиум-салоны там и так далее. Этому я всему обучаю. Там много богатых мужчин. И я введу туда девочек. Ну и содержательный круг, конечно, да. Это двое-трое людей, которые умнее тебя. Они идут быстрее, видят дальше. Такие, знаете, не утешители, а провокаторы роста. Слушаю вас и понимаю, что я бляха-консьержка. Да, Лен, печально. Печально. Если ты консьержка, ты будешь одинокая с котами. Ну окей, у тебя будет нищий мужик, ты проживешь нищую жизнь. Очень херово прожить нищую жизнь. Я вообще рекомендую, девочки, в будущем сразу рождайтесь в богатых семьях. В следующий раз, хорошо? Сразу рождайтесь. Про подружек еще скажу. Большинство девушек дружат с подружками, с девочками по принципу, ну, она обо мне ничего плохого не скажет. То есть выбирают подруг, которые их ни в чем не превосходят. Их не пугают, не толкают, не мотивируют. Встречаются с такими же ебаными страшными консьержками. Жирухи всякие, работяжки, там, ну вот эти все. С низкой самооценкой. Спасибо! 111. Денег тебе, богатство, тебе миллионерских хуев. А байгужанка выбирает близкий круг. Круг из тех, кто ее провоцирует расти. Утешение, ну, конечно, приятно. Рост неудобен. А утешение твоих нищих подружек оставляет тебя на месте. Байгужанкам это не подходит. Еще кто тебе нужен? Давай назовем их как? Эстетические корректоры. Эстетические корректоры. Ну, тебе нужен там один, может быть, два человека, которые честно оценивают твой образ перед выходом в свет. На знакомство, на свидание, на обижир. Не подружка, которая боится тебя обидеть, а человек со вкусом, который скажет: нет, ты в этом выглядишь как консьержка для нищих. Ты выглядишь дешево. Ты так не стоишь. Это может быть стилист, это может быть мужчина-друг без сексуального интереса. Может быть профессиональный фотограф. Не подружки и утешительницы, а люди, которые точно улучшают твою рыночную ценность и подачу. Парадокс, конечно, такой, что я давно заметил, что у байгужанок мало друзей. Очень мало друзей и подруг. Спасибо за лапки! Мало друзей и подруг. Не потому, что ее никто не любит. Наоборот, ее все хотят. Все. И мужчины, и женщины хотят байгужанку. Но ее время и внимание — это дорогая валюта, которую она вообще не разбрасывает. И самых близких 1, 2, 3. Один из них байгужин, конечно. Знакомых много. Нищих нет. Маркуны сблевыши, наемный персонал, все рабы. Она с ними не общается. Окей? У меня друзей нет вообще. Девочки, напишите, что у вас с друзьями, с подружками.
Почему у меня не получается? Девочки, основная женская проблема в том, что ты не умеешь выбирать мужчин. Потому что большинство женщин не различают мужчин по разным типам. Для женщины обычной, тупой женщины, мужик либо понравился, либо не понравился. Все. Ну, то есть биохимия. Все. Писька потекла, все, водопад, все. Все пошло по пизде, как говорится. На этом построены сотни тысяч, миллионов несчастных судеб. Просто потекла. Зов пизды сильнее воли командира. Это про это. А вот Байгужанка четко различает. У нее в голове четкая карта. А богатый папочка, предприниматель, инвестор, спонсор, неважно. Он получает удовольствие от того, что улучшает жизнь женщины. Еще раз. Богатый воспитанный мужчина. Он получает кайф, что улучшает жизнь женщины. Не унижает, не торгуется на мелочах, дарит квартиры, машины, не устраивает экзамены на меркантильность, не проверяет тебя. А ты со мной бы была бы из-за денег. За простого Ваську же, блядь, бариста, не выйдешь замуж? Его маркер такого воспитанного человека — это действие. Он организует, платит, решает, обеспечивает. И ему это не больно, ему это в радость, потому что он чувствует себя мужчиной в этот момент. Вот я такой, я кормилец, я обеспечу. Я люблю полностью упаковывать сразу. Давать образование, лучшее образование. Сейчас не про высшее, чтобы быть в найме, вы понимаете. Кормить, обеспечивать, давать возможность путешествовать, все покупаю сразу, потому что мне нравится устраивать. Я организатор, я обеспечиваю, я кормилец, потому что я мужик. И это мне в радость. И Байгужанка вообще не выпрашивает ничего. Она просто живет рядом с ним красиво. Он сам видит, что нужно сделать, и это ее формат. Дальше идет мужчина-пиздобол. Болтун. Дизайнер охуительных историй. Много говорит о будущем, мало делает сейчас. Я бы мог когда-нибудь. Ой, да ты особенная, конечно, но у меня сейчас сложный период. Подожди немного, блядь. Вот разберусь с делами. Стихи пишут тебе в WhatsApp, постоянно смайлики, блядь, мемчики тебе отправляют, голосовые на 8 минут, длинный разговор до 3 ночи, обещания, планы, нихуя действий. Байгужанка отсекает его очень быстро. Понимает, что он просто трепло. Без всяких скандалов, не надо. Просто перестает отвечать на его сраные сообщения. Вот и все. Дальше идет мужчина-потребитель. Самый опасный тип для красивых дурочек. Он хочет эмоций, хочет тела, хочет внимания, женственности, заботы. Хочет, чтобы ты была его тихой гаванью, чтобы ты понимала, чтобы ты поддерживала, не лезла в его жизнь, была удобной. Вкладываться не хочет. Каждая попытка обозначить ему высокую твою норму встречает ответ: ты что, меркантильная? Когда ты говоришь: я просто хочу квартиру и машину. Это же норма, это база. Настоящая любовь не такая. Деньги — это не главное. Я думал, ты не такая, как другие. Это самый ядовитый сценарий. Он работает на чувстве вины. Он эксплуатирует твое желание не быть как все эти. В итоге женщина обслуживает его всю жизнь. А потом уходит ни с чем, кроме седых волос. Настенька, спасибо за цветочек. А Байгужанка обсывает его с ног до головы моментально. Любой мужик, который начинает разговор, что ты чайка или тарелочница, или меркантильная тварь, это просто скотина. Которую необходимо просто засунуть сразу под шканарь. Шерсть. Законтаченный. Просто законтаченный. Все. Опущенный.
Только так к нему можно относиться. Не способен любить, не способен держать слово, не способен зарабатывать, не способен сделать бизнес, не способен купить квартиру, неспособное чучело. Спасибо за собачку, красотка, Настенька, спасибо за корги. Кто там подарил? Спасибо, Снежа! Ой, ТикТок радует. Боже мой, больше 500 одновременных. Девочка, ой, Снежа. Сколько просмотров будет? В среднем за такой эфир у меня 7-8-9 тысяч просмотров за один эфир. Вы мои красоточки. Есть еще мужчина-хозяин. Он не просто богатый, девочки, он системный. Он не выпендривается, не доказывает, не производит впечатления. Спасибо, Снежа! Вау, какой лев красивый! Он решает вопросы, решала. Не торгуется на мелочах, понимает, что женщина высокого уровня требует высокого содержания, требует защиты, эстетики, красоты пространства. Домашний персонал — это норма. Для него это не выкачивание денег, это часть архитектуры его постоянной жизни. У него красивая женщина, красивая машина, красивый дом, у него персонал, у него сотрудники. И все это поддерживается на высоком уровне без всяких обсуждений. Вот у меня дома 2 няни, круглосуточные 2 няни, повар, домработница, личный водитель. У меня 34 сотрудника в моей компании. Что тут непонятного? Что тут сложного? Что тут, блядь? Это же норма. Просто норма. Вот и все. Такой мужчина, конечно, подпускает к себе женщин по жесткому отбору. Только байгужанок, только содержанок, только умных, высокоинтеллектуальных хищниц, абсолютно меркантильных тварей. Вот я, например, не воспринимаю немеркантильных женщин, потому что немеркантильная пизда сделает меня несчастным и бедным. Только меркантильная женщина сделает меня богатым. Я это давно понял. Только так это работает. Поэтому нужна женщина с высокой ценностью, с амбициями и с желанием разбогатеть. У него жесткий отбор, но если ты прошла его отбор, у тебя стабильная жизнь на всю жизнь. Окей? Девочки, вы со мной? Вы меня понимаете? Лена пишет. Меня вчера спросил, как платишь коммуналку, если не работаешь. Лена, ты понимаешь, чем пахнет? Чем пахнет этот вопрос? И чем пахнет этот уебок? Это чепуха ебаная. Чем пахнет? Нищетой. Денис, ты лучше, Саша, спасибо. Почему нищетой пахнет вопрос и вопрошаемый пахнет говном? Пахнет дерьмово, конечно. Потому что успешный воспитанный мужчина спросит, сколько денег тебе нужно, чтобы ты забыла все свои проблемы? Сколько денег, какие расходы у тебя в месяц? Сколько денег на питание, на жилье, на жизнь, на фитнес, на путешествие, на ребенка, на детей? Сколько денег тебе нужно сдать? Сколько денег тебе дать? Вот я, мужчина, и я теперь решаю все твои проблемы. Все твои вопросы я решаю, потому что я мужчина. На тебе деньги, на тебе ухаживание, на тебе подарки, на тебе деньги на коммуналку. Он не спрашивает, откуда ты берешь. Он задает себе вопрос, сколько я могу ей дать, чтобы она была счастлива. Вот и все. И такие мужчины есть, девочки. И вопрос в том, что на них объявлена охота. Байгужанки их ищут, рыщут и находят. И я этому обучаю. И мы никогда не понизим планку. Никогда. Итак, следующая тема, о которой я хочу сегодня поговорить, девочки, это лестница доступа. От знакомства до полного содержания.
Вы знаете, что моя мама была содержанкой. Поэтому для меня понятен формат, когда мужчина работает и полностью обеспечивает свою женщину. Своих детей, своего кота и даже свою собаку. И он может обеспечивать и своих родителей, и твоих родителей. Потому что он папик, он хозяин положения, он царь, он патриарх. А ты полностью управляешь этими отношениями. Это наша норма. Потому что мужчина раб, и это больше не обсуждается. Его задача кормить, обеспечивать свою семью, а потом сдохнуть. Это мужское предназначение. Таких мужчин мы любим, памятники им ставим, всех остальных сбрасываем со скалы. Окей? Итак, запишите, девочки, лестница доступа. У каждой опытной байгужанки есть 5 уровней доступа. И каждый оплачивается мужчиной. Запомни. Первый уровень, Лиз, спасибо. Первый уровень — это уровень внимания. Мужчина может смотреть, писать, знакомиться бесплатно. Но это еще ничего не значит. Внимание — это вход в подъезд, а не вход в квартиру. Ошибка консьержки в чем на этом первом уровне доступа? Она радуется любому вниманию. Ой, смотри, мужчина написал. Ой, смотри, мужчина ответил. Ой, мужчина лайкнул. Ой, мужчина. Это не достижение, это просто статистика. Внимание получают все красивые женщины, а платят за это единицы. Второй уровень — время. Мужчина получает встречу только если формат встречи соответствует ее уровню. Записала. Еще раз. Мужчина получает встречу только если формат встречи соответствует твоему уровню. Ни кофе на бегу, не погуляем, блядь, в парке, не заедешь. Не у меня есть часок между встречами. Не я сейчас за рулем могу к тебе заехать. Формат встречи, девочки, это первый тест. Уже на этом этапе все видно, относится ли он к тебе как к ценности или просто как к тупой баранихе, которая может дать на клыка. Байгужанка не объясняет этот тест, нет. Она просто не подходит к нему. Заедешь там, блядь. Она отвечает: у меня нет времени на встречу в таком формате. Погуляем в парке, у меня нет времени на встречу в таком формате. Если будет интерес, дай знать. Только дорогой ресторан, только цветы, только подарки, только по красоте и дорого. 95% мужчин отсекается на уровне 2. И слава богу, потому что это санитарный кордон. Уровень 3 — это забота. Цветы, такси, рестораны, помощь по разным вопросам. Понимаете? Третий уровень — это минимальная гигиена мужского поведения для женщины высокого уровня. Если он не делает этого, не дает деньги тебе на маникюр, не оплачивает, не кормит, не дарит цветы, не ухаживает, то он не на уровне. Если он делает это, то это 0. Это нулевая отметка для женщины. И причем не повод даже для благодарности, потому что это просто минимальный уровень базы. И главная ошибка консьержки на этом уровне: она благодарит. Ой, он за мной заехал, он оплатил такси бизнес-классом, ой, такси, ой, ужин, ой, как будто мужчина ее спас. И у него возникает чувство, что он сделал для нее что-то экстраординарное. И все. Дальше он уже думает: я вроде уже и так для нее много сделал, да, как бы я буду давать ей меньше. Или пусть заглатывает мою залупку за воротник. Байгужанка принимает заботу на этом уровне как должное. Базовый минимум. Не холодно, не высокомерно, нет. Просто как норму. Это сигнал, у меня всегда так. Это базовый уровень. Окей? Уровень 4. Регулярные вложения, регулярные инвестиции. Он не разово тебя впечатлил, а стабильно улучшает твою жизнь. Еще раз. Не разовые подачки, а стабильно улучшает твою жизнь. Уход,
обучение, гардероб, поездки, комфорт, лечение, эстетика. Он понимает, рядом с ней он мужик, он это понимает. И мужская функция включает обеспечение ее среды. Это не помощь ей, нет. Это его собственное удовольствие быть мужиком. Вы понимаете или нет? На этом уровне отношения становятся серьезными. И только на этом, сука, уровне отношения становятся серьезными. И на этом уровне отсекаются почти все долбоящеры, которые не отсеклись раньше. Потому что на этом уровне начинаются настоящие деньги. Не я подарил ей цветы, а я вписался в ее бюджет жизни, притом кое-как. Умные меня поняли. Денис, что бы мы делали без тебя? Красотки мои. Здесь случается секс, любовь, доверие, мужское счастье, энергия. Здесь мужчина бежит на работу, делать свой бизнес, второй, третий, пятый, потому что он понимает, что придется покупать квартиры и дома, нанимать персонал еще больше и так далее. Это мужской рост. И уровень 5. Большие деньги. Жилье, машины, бизнесы, крупные подарки, статус. Официальный переход в серьезный формат, брак, заключение брачного контракта. Вот это уровень партнерства, уровень женщины, в которой мужчина увидел свою долгую жизнь в изобилии. Еще раз, это уровень женщины, в которой мужчина увидел свою долгую жизнь в богатстве и изобилии. Теперь поймите главные правила байгужанок, без которых вся эта лестница не работает. Кстати, напишите, на каком ты этапе. Напишите, на каком вы этапе. На какой вы ступеньке сейчас из 5. Итак, главные правила, без которых вся эта лестница не работает. Смотрите. Женщина, которая дала мужчине доступ к сиськам и к варенику на 5 уровне, когда он оплатил только 1 уровень, не охотница, не байгужанка, а на бесплатный аттракцион. И тупая овца бараниха. Большинство женщин разрушают эту лестницу. Дают близость на уровне 1. Готовят ему завтраки на уровне 2. Знакомят с родителями на уровне 3, блядь. А потом удивляются, почему он пропал, когда стало вроде все серьезно. Не пропал, он получил все, не доходя до уровня большие деньги и инвестиции. А зачем платить за то, что и так дали бесплатно? Это базовая экономика, девочки, это не злодейство, это база. И байгужанка, она держит лестницу. Каждый уровень доступа открывается после того, как мужчина прошел предыдущий. Не до, а после. Не авансом, не потому, что я не верю. Это и есть энергия дороговизны в ее прикладной форме. Кто понимает, о чем я говорю? Дмитрий мне написал. Надоел. В Уфе на набережной божественный закат. Пойду кофе пить. Дмитрий, проснись, ты серишь. Ты уже обосрался, Дмитрий. Какой нахуй божественный закат? Ты тут на кого батон крошишь? Уебыш ты сраный. Нищер, блядь, божественный у него в закат, блядь. Не способен подарить женщине квартиру, машину, дом, да? Не способен обеспечивать. Не способен, блядь, только божественный свой ебаный дешевый закат. Пей свой кофе, сука. Подавись им, чмо ебаное. Заебали, сука, это морковный с блевой пишет мне, блядь. Надоел, пойду пить кофе, смотреть на закат. Какие вы жалкие, сука, упыри гнойные. Как вас, блядь, планета держит, сука. Прокляните его, блядь, ВКонтакте, девочки, убейте его, сука. Еще один, блядь, умник. Я не знаю, как вы живете. Неспособность не любить, не зарабатывать. Закат у него, блядь, красивый, божественный, блядь. Божественно может быть только Cartier, сука.
Иван Клифф, ебаный, блядь, чушка, блядь, позорненький, блядь, ненавижу. Как это, блядь, я, блядь, мужик. И вы, мужики, блядь, вы позорники, блядь, я не знаю, мне неудобно за вас, мужики. Мне просто за вас неудобно перед теми женщинами. Друг Олежки, говноежки, 100% Юля. Дима, друг Олежки, блядь. Мне что, бизнес делать, обеспечивать, капитализироваться, успевать во всем, становиться успешным, богатым, знаменитым, влиятельным. Делать мир счастливее, успешнее, и любить женщин. Пойду, блядь, пить кофе на закате. Ебалан, блядь. Еще, блядь, Уфу взял, обосрал. Я в ахуе просто. Уфа, прекрасный город. Давай не опускай, блядь, своей нищетой и нытьем про божественные закаты. Девочки, давайте запишите фразы, которые важно выучить наизусть. Байгужанские фразы. И когда я вам дам эти фразы, запиши их и используй. Используй их. Прямо уверенно, низким голосом, без всякой улыбки, без всяких вот этих вот Диман, блядь, пошли, блядь, смотреть на закат божественный, блядь. Да, уверенно, спокойно. Когда мужчина предлагает какой-то нищебродский рассвет, блядь, закат, как Диман. Да, предлагает тебе божественные закаты, блядь, на природе. Или давай встретимся там, давай быстрее, может ты сама приедешь, может пересечемся. Скажи просто: Альберт, спасибо! Альберт? Цветочки дарит мне Альберт? Ты серьезно? Как интересно. Денис, какой красивый, аж светится, спасибо. Скажи, я не люблю встречи на бегу. Мне нравится, когда воспитанный, успешный мужчина все организует красиво. И все. Без всяких объяснений, что значит красиво, без всяких подсказок. Потому что успешный мужчина воспитанный все понимает, а нищеб нет. Он тебе скажет: а что, блядь, пошли смотреть на уфимский закат. Когда этот членосос спрашивает: а что тебе подарить? Скажи: мне приятно, когда мужчина сам внимателен и выбирает то, что улучшает мою жизнь. Не надо, девочки, диктовать, рассказывать, сюсюкаться, не надо. Ой, мне ничего не надо. Спокойненько. Когда он начинает проверять тебя на меркантильность, скажи: конечно, в мужчине мне важна щедрость. Не потому, что я считаю чужие деньги, нет, не считаю чужие деньги, а потому что жадный мужчина не умеет быть мужчиной рядом со мной. Все. Девочки, вы записываете? Это удар, конечно, он прямой. Нокдаун, блядь, в челюсть. После такой фразы нищер подыхает сам. И уходит смотреть на башкирский закат в Уфе. Сам. Потом то правой, то левой рукой. Дрочит правая нога, дрочит левая рука. Угу. Ладошники сраные. Когда Дима, блядь, говорит: деньги не главное. Да ведь, Дима, деньги же не главное. Скажи им: конечно. Но отношение мужчины всегда видно через его деньги, поступки и действия. Через его щедрость. Мужчину всегда видно через деньги, через действия, через поступки, через щедрость. Спокойно так, без полемики. Это я могу орать, девочки, потому что меня мужики бесят. Сука, я их ненавижу просто. Я сейчас говорю про жалких, вот эти недоебыши, ладошников, блядь. Мужики, блядь, проснитесь, любите, обеспечивайте, делайте бизнес, становитесь успешными, турнирными становитесь. А говорить спокойно, там, без всякой полемики. Нищеброды на этой фразе просто ломаются.
Когда этот упырь сраный со свиной башкой говорит, поехали ко мне, будем ебаться. Он хочет близости без вложений, без ответственности, да, скажи, я не тороплюсь туда, где мужчина еще не показал свою серьезность и щедрость, я вообще туда не тороплюсь. Маришка пишет, я из Озерска, Денис, привет. Маришка, привет. Я в Озерске работал в ЖЭКе номер 3. Тогда он был ЖЭК, сейчас ДЭС, по-моему, да. Участковым полномоченным милиции. И жил тогда на Блюхера 21. А район ЖЭКа, вся набережная, Дом культуры, это был мой участок. 3500 человек, да, 3500 человек населения был мой участок в городе Озерске. Ух, интересное было время. С 20 до 25 лет, сразу после армии, 2 года в армии служил, потом работал участковым. Ой, интересно, как я любил раскрывать преступления, как орешки щелкал. Ну, у меня был интеллект просто, и плюс четкое понимание. Я разобрался, как раскрывать, как ловить. Ну, там я насмотрелся на этих жопушников, на этих домашних боксеров, и бьют женщин, боже мой, в Озерске бьют, бухают, алкашня. Абсолютно, блядь, биомусор, тупые. Просто на завод ходят, заводчане ебаные. Тупые, ленивые, бестолковые. Все мои одноклассники, они все бомжи. Все бомжи. Все, кто работал со мной, все бомжи. Ну, нищеброды. Зарплаты 30-50 тысяч рублей. Ну, максимум там 100-150 тысяч. Бомжи, абсолютно. Блядь, ну, и дети у них бомжи. Пипец, город. Морковные сблевыши. Тупые, биомусор. Озерск, прости, город красивый, мужики, ни к черту, говно. А если мужик говорит, ну что он тебе что-то пообещает, что-то там купит, что-то сделает, но не делает, скажи, я не верю словам, я не верю пиздоболу. Я верю, только повторяющимся действиям и обещания должны выполняться в срок. Окей? Хотел еще, девочки, рассказать вам про то, как должен выглядеть дом байгужанок. Я был в домах байгужанок. Какие у них красивые дома. Но просто времени нет. Не буду. Ну, не успею. Может, потом как-нибудь расскажу, как они живут. Девочки, вы когда-нибудь видели, как живут байгужанки? Жены миллионеров, жены собственников бизнеса, любовницы предпринимателей, депутатов. Как они живут, боже мой. Это великолепие. Расскажу как-нибудь. Может быть, фоточки вышлю в чат. У многих из вас же как? Куча обуви, да, в прихожей, на полу. Я в ахуе, когда я куда-то прихожу, и там обувь, хоть какая-то, хоть тапочки, хоть просто, пиздец. Вообще, у вас есть, валяется, стоит, блядь, обувь, тапочка в прихожей. Вообще где-то стоит, ее быть не должно. У многих из вас на кухне стол, прижатый к стенке, и табуретки. Пиздец, нищета. И вы завтракаете, обедаете на этой кухне. На этом столе, прижатой к стенке. А почему прижатой к стенке? Потому что мест нет. Я уже много лет вообще никогда не завтракаю, не ужинаю, не обедаю на кухне. Для приема пищи есть отдельное помещение, и мне носит персонал еду. Боже мой, девочки. Вы поймите, место, где вы обедаете, оттуда не должно быть видно кухню. Тем более не должен быть виден холодильник. Короче. Про постельное белье вообще не буду говорить. Поймите, дом байгужанки это, знаешь, это операционная система. Если дом устроен дешево,
Если нет ничего, если нет бассейна, если нет рядом тренажерного зала, если куча вещей, блядь, какая-то нищета, сука, блядь, в каждой комнате. Еще там дебилы всякие живут, тупые, биомусор. Ты сама себе готовишь нищебродство, нищету. И ты кричишь во вселенную, что ты недостойна большего. Съезжайте. Съезжайте, привет, Берт. Съезжайте, бегите. Ночью сегодня оседлайте коня. Уходите ночью огородами, собаку поймайте, оседлайте, уходите, убегайте из этого рабства, из этой нищеты, бегите. Алиночка, спасибо, бегите в сторону богатых людей, ищите роскошь, полюбите красоту, богатство, эстетику. Все мои ролики на ютубе, посмотрите под конспект, их закрывают каждый день, блядь, как их закрывают. Я не успеваю выкладывать, закрыли. Один выложил, 3 закрыли. Посмотрите все, пока их не закрыли. Очень много полезной информации. Потом приходите ко мне на обучение. Сейчас у нас старт Альфа Скул, вы знаете, онлайн-школы. Будете учиться влюблять и обезжиривать, знакомиться, строить отношения. Кто из вас прямо по уверению уже, приходите ко мне на групповой коучинг. Онлайн, групповой коучинг, я лично вас буду учить. У кого есть прямо запросы лично ко мне, да, по вопросам отношений с мужиками, как выстроить концепцию, построить четкие шаги, планы к твоему росту, приходите ко мне по любым вопросам отношений, на персональные консультации. У меня сегодня 30-минутные, есть часовые. Приходите, позанимайтесь, я каждый день консультирую. Если ты прям совсем богатая девочка, приходи на персональный коучинг. Лично буду тебя учить, лично сопровождать. Я вас люблю, девочки. Я вас люблю. Здравствуй, мои любимые. Ну что, девочки, сегодня почти 2 часа. Надеюсь, было вам полезно, хоть чуть-чуть приоткрылись глазки, девочки. Я для вас стараюсь почти каждый день. Завтра у меня встреча с девочками-байгужанками в Дубае. Живая встреча. Как я скучал. Девочки с группового коучинга в первый раз в жизни прилетели ко мне со всех стран. С Америки, с Украины, с Казахстана, с России, с Европы. Я не знаю. С Ташкента, с Баку. Девочки, я вас люблю. Пообещайте мне разбогатеть. И я вас отпущу. Прямо напишите: Денис, обещаю разбогатеть. Пообещайте мне разбогатеть. Пообещайте. И все сделать, чтобы разбогатеть. Ну и посылайте нахуй всех морковных сблевышей и нищебродов со скалы. Хорошо? Обещаю. Вы мои хорошие. Вы мои любимые. Ну а с вами был ваш богатый папочка Денис Байгужин. Передай этот эфир подружке. Пусть посмотрит. Ей тоже будет полезно. Пока, любимые.